Привет! Динамический эквалайзер и многополосный компрессор. Два похожих инструмента, которые часто вызывают споры. На первый взгляд они решают похожие задачи, даже часть настроек похожа, но выглядят и управляются по-разному. Что если я скажу, что выбор между ними – это не просто вопрос вкуса, а фундаментальное решение, основанное на их архитектуре? И что неправильный выбор может не решить проблему до конца, а даже создать новые тонкие артефакты, которые помешают добиться идеального звучания. Сегодня я не буду пересказывать мануалы, а создам некую ментальную модель, которая позволит вам в любой ситуации с любым звуком за секунды понять, какой из этих инструментов скальпель хирурга, а какой мощный терапевтический инструмент. И когда нужен именно хирург. И тот, и другой реагируют на частоты и меняют громкость. Но их фундаментальная философия абсолютно разная. Представьте себе двух врачей. Многополосный компрессор – это врач-терапевт. Он сначала делит весь ваш организм, аудиосигнал, на системы. Низкие частоты, середина, вверх, ну или может какой-то другой набор. И делает он это всегда, сразу после того, как вы ставите его на дорожку. Использует он для этого фильтры-кроссоверы. Он смотрит на картину в целом и лечит широкими мазками воздействие на целые системы, частотные диапазоны. Динамический эквалайзер – это хирург. Он вообще не трогает ваш сигнал, пока не увидит конкретную точечную проблему. Сигнал проходит через него абсолютно прозрачно. Но как только появляется опухоль, резкий резонанс на вокале или гулкая нота баса, он мгновенно с лазерной точностью вырезает только ее, и только в тот момент, когда она есть. А потом снова становится невидимым. Запомните эту метафору, она ключ ко всему. Терапевт работает со всем организмом, а хирург – с конкретной проблемой. Теперь к техническим кишкам. Почему они так по-разному работают? Многополосный компрессор всегда начинает с разделения, и в этом его фундаментальная особенность. Но разделение спектра при помощи кроссоверов – это всегда компромисс. Либо это минимально-фазовый режим, который вносит естественный, но потенциально проблемный фазовый сдвиг на частотах среза, либо это линейно-фазовый режим, который сохраняет фазовую частоту, но ценой задержки, latency, и артефакта прерингинга, его заметного предэха перед транзиентами, которое может смазывать атаку. Из-за этого компромисса мультибенд-компрессор никогда не бывает на 100% прозрачным, но именно его динамическое действие внутри каждой полосы делает тот самый эффект склеивания. Я о нем говорил в одном из видео. Мягкий общий контроль динамики связывает разные частотные диапазоны воедино, создавая ощущение целостности. Это работает на группах или даже на мастере. Динамический эквалайзер работает по принципу реакции. Он не делит сигнал, он просто слушает. И у него есть детектор, который ждет, когда громкость на конкретной, возможно, узкой полосе превысит определенный порог. Никаких кроссоверов, никаких фазовых сдвигов или прерингинга, пока он не активен. И ключевое отличие в управлении. В мультибенд-компрессоре вы крутите ratio, соотношение сжатия. В динамическом эквалайзере это range или gain, максимальная глубина вырезания. Это как бы не компрессия в чистом виде, это такое автоматическое движение ручки громкости определенной полосы. Именно поэтому динамический эквалайзер звучит гораздо естественнее и прозрачнее. Но и там могут быть атака и релиз. Хватит теории, погнали в примеры. Вот классических 3 сценария, где выбор очевиден. Первый – проблемный вокал. Проблема – сибилянты. S, C выстреливают только на некоторых словах. Или коробочный призвук на одной ноте. Решение – динамический эквалайзер. Мы ставим узкую полосу и говорим: ослабляй на 6 дБ, но только когда здесь будет пик. Результат – сибилянты убраны, но воздух и яркость вокала в остальной части трека не тронуты. Это хирургия. А когда ставить мультибенд-компрессор? Если у вокалиста гуляет эффект близости, proximity эффект, и область 100-300 Гц то выпирает, то проваливается, вот здесь нужна широкая, постоянная коррекция динамики. Это как раз работа терапевта, мультибенд-компрессора. Аккуратно поджать в этом диапазоне и выровнять этим самым уровень. Второй сценарий. Классический конфликт бочки и баса. На этом канале я уже много раз рассказывал все возможные варианты решения, но сейчас давайте про вот эти два инструмента. Проблема очевидна. Удар бочки теряется за плотной басовой линией. Решение – динамический эквалайзер с сайдчейном. Ставим динамический эквалайзер на бас, на нем настраиваем основную частоту бочки, скажем, 60 Гц, и подаем на сайдчейн сигнал с кика. Каждый удар будет делать частотный вырез в басу, освобождая место для атаки. Прозрачно и эффективно. А когда бочки нет, бас звучит как задумывался, без всяких артефактов, связанных с фазой.
А когда мультибенд компрессор? Если у вас неровный гуляющий бас, например, бас-гитара, играющая с непостоянной плотностью, его нужно уплотнить и сделать стабильным по всей длине трека. Мультибенд-компрессор в нижней полосе как раз это и сделает монолитно. Третий сценарий – мастер-шина. И тут важный нюанс. Я сейчас говорю о случае, когда есть только одна дорожка мастера, а не мультитрек. То есть изначально нужно все проблемы решать на дорожках. Но вот у нас есть только мастер-дорожка. Проблема. Весь микс звучит отлично, но в припеве одна тарелка бьет по ушам на частоте 10 кГц. Решение – динамическая эквализация. Находим резонанс, ставим узкую полосу, и он сработает 2-3 раза на весь трек, не трогая основной материал. Хирургическое вмешательство без вреда общего здоровья микса. А когда мультибенд компрессор? Когда микс в целом звучит разрозненно, и ему не хватает плотности и того самого клея. Мягкая компрессия в 2-3 полосах на мастер-шине объединит все эти элементы и сделает низ плотнее, а верх более контролируемым. Это классическая задача для мультибенд-компрессора. И внезапно четвертый сценарий. Гиперхирургия. А что если проблема не 1-2 резонанса, а целый рой мелких противных пиков, которые делают звук резким и цифровым? Например, перегруженная гитара или слишком яркие тарелки. Здесь в игру вступают резонансные супрессоры, вроде SUS, DSEQ, Spacecraft, куча их. Если динамический эквалайзер — это хирург со скальпелем, то эти плагины — команда микроскопических нанороботов. Они в реальном времени анализируют весь спектр, находят сотни неприятных резонансов и применяют тысячи крошечных сверхточных динамических вырезов одновременно. Вы не указываете конкретную частоту, вы указываете область и глубину лечения. Это следующий уровень хирургии, идеально подходящий для усмирения сложных текстурных звуков, где ручная настройка десятков полос динамического эквалайзера была бы просто невозможна. Но поскольку такими супрессорами достаточно просто убить звук, я еще запишу про них видео поподробнее. Хотя я уже не раз упоминал их в своих видео, как в разборах своих треков, так и вот в этом видео, которое получило довольно широкий отклик. В современном продакшене эти инструменты не враги между собой, они союзники. Один из самых мощных приемов — вставить их в цепь. Сначала динамический эквалайзер, а потом мультибенд-компрессор. Логика железобетонная. Сначала хирург, динамический эквалайзер, вырезает все острые точечные проблемы — сибилянты, резонансы, а уже на очищенный сигнал приходит терапевт, мультибенд-компрессор, и прописывает витаминки, мягко контролирует динамику широких полос и склеивает все в единую картину. Итак, наша ментальная модель. Если проблема узкая, точечная и появляется время от времени, думайте как хирург. Ваш выбор — динамический эквалайзер. Если проблема широкая, постоянная и касается общей динамики, или вам нужен характер, ваш выбор — многополосный компрессор. Ну а если проблема в сложной, резкой текстуре с множеством плавающих резонансов, ваш выбор — резонансный супрессор. SUF, DSEQ, Spacecraft, Spectral компрессор, много их. Это микрохирургия. И, как обычно, скажу очень важное. В звуке не бывает жестких правил. Есть рекомендации, основанные на том, как что работает. Так что если вы что-то применили, наплевав на правила, но это классно звучит и не создает новых проблем, да офигенно, так и оставляйте. И пусть все гадают, как вы это сделали. И не надо верить в волшебные плагины. Поймите философию инструмента, и тогда любой плагин в ваших руках станет мощным оружием в борьбе с проблемами или творческими задумками. Это и отличает любителя от профессионала. Не набор инструментов, а понимание, когда и какой из них достать. Напишите в комментариях, какой из этих инструментов вы достаете чаще и почему. Ну а на этом у меня сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.